Всем доброй ночи, друзья мои. Я один день назад, наверное, да, снимала встречи с духами, очередной ролик. У меня осталось еще много голосовых, которые я планировала в тот день снять. Но поскольку объяснение к тем голосовым рассказам заняло определенное время, и я столько не смогла уделить времени и внимания. Сегодня продолжим. Осталось еще определенное количество. В принципе, их много осталось, но те, которые я отметила. Еще раз вам напомню, что вы мистические рассказы свои можете отправить Яне в будние дни до 9 вечера. Завтра, конечно, не стоит вообще ее беспокоить. Она очень дорожит этим праздником, в принципе, как и я. Я надеюсь на понимание людей, чтобы ее не беспокоить. А в остальные дни можете отправить свои мистические истории. Мы будем вместе с вами слушать. И я объясню эти явления. Откуда, почему и каким образом. Итак, начнем. Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Оля. Ой, извиняюсь. У меня чуть не упал телефон. Сейчас, секунду. Разрешите мне рассказать свою мистическую историю, которой я столкнулась несколько лет назад и которая меня тревожит, и я не могу ее забыть уже такое продолжительное время. А дело было так. Я часто езжу к родителям в Подмосковье и, как всегда, стояла на платформе и ждала свою электричку. И знаю, что одновременно в одну сторону подходит электричка в сторону Москвы, и буквально через минуту должна подойти моя электричка. Электричка в Москву подходит, я стою, разглядываю людей, смотрю, и со словами, что так, сейчас ровно через минуту подойдет моя, поворачиваюсь в эту сторону, на свою платформу, и вижу, что на платформе никого нет. Я была удивлена, думаю, неужели было столько народу, неужели все уехали в сторону Москвы? Я походила по платформе, ничего не могу понять, что произошло. Постояла, подождала минут 5, потом подошла к контролеру и стала спрашивать, почему не пришла электричка из Москвы. На что она мне очень удивленно на меня посмотрела и говорит: вы знаете, вообще-то электричка уже ушла как 15 минут назад. Я была в такой растерянности. Сначала на меня напал ступор. Я ничего не могла понять, как это могло произойти. И я четко осознавала, что ровно через минуту, со словами, что через минуту сейчас подойдет моя электричка, я поворачиваюсь, и вдруг электричка уже ушла 15 минут. Потом на меня напал страх. Мне стало настолько страшно, что я начала анализировать, почему у меня такой провал памяти, а где я была все это время. И до сих пор меня, конечно, этот вопрос очень сильно мучает. Я вам объясню. Есть временные воронки. Есть преломление времени. Есть хрономиражи. Это память времени называется. Когда, например, вы идете домой, и дорога не заканчивается. Идете, и начинаете понимать, что вы совершенно в другом месте. Но вам оставалось там, скажем, буквально 50 метров до дома. А вы оказались в каком-то непонятном районе, непонятном для себя. Телефон либо не ловит, либо показывает какую-то абсурдную цифру, абсурдный год. Например, мне рассказывала женщина, что у нее примерно такое произошло. Вечером, возвращаясь домой, по улице шла, уже подходила к своим окнам, и буквально просто уже уже подходит. Она чувствует, что идет не туда. Непонятно куда. Абсолютно другая картина, другой район, старые какие-то дома.
смотрит на телефон, чтобы понять, который час. Может, она опоздала или не рассчитала во времени, то есть сколько времени она идет. Там показывается абсолютно какая-то абсурдная цифра, 1800 какой-то год. И это буквально длится, наверное, секунд 10-15. А потом все возвращается назад, и она идет к себе домой. Она попала во временную воронку. Она увидела тот год и эту местность в те года. Что там было, какие были там дома построенные, как они выглядели. То есть она попала в 18 век. Но это буквально несколько секунд. Бывают такие моменты, когда вы, например, стоите на автобусной остановке и смотрите, и буквально люди, знаете, как в замедленном фильме, там замедленный кадр, когда люди замирают или медленно идут, как будто вы попали в какой-то аквариум. Вокруг энергия начинает сгущаться, у некоторых закладывает уши, и они не могут понять, что произошло. Это буквально несколько секунд, но ощущение, как будто целое время пролетело. Что могло случиться? Вы могли попасть в эту воронку времени, в тот момент, когда вы ожидали. У нас есть очень много порталов на этой земле. И некоторые люди, когда говорят, что они не заметили, как время пролетело, и если они говорят, наверное, я не рассчитала, либо они себя пытаются обмануть, успокоить, потому что это страшно, осознавать, что что-то у тебя не в порядке, да и не поймут. Намного легче сказать, вы знаете, я, наверное, время не рассчитала, извините, я опоздала, чем объяснить, что вот так произошло, не могу понять. Некоторые это примут за нелепое оправдание, некоторые подумают, что у человека с головой проблемы, и поэтому люди, боясь показаться неадекватными или сумасшедшими, или лжецами, как правило, просто говорят, что ой, извините, не рассчитала время, я думала, успею, не успела. Легче так извиниться и пройтись, и себя обмануть, что я, наверное, не рассчитала, чем пытаться это понять, потому что это невозможно объяснить себе. И становится страшно от понимания того, может, я не очень нормальная, да? Вот вы попали в эту воронку времени. Вы могли просто стоять в отключенном состоянии. И вы провалились в эту временную временную воронку, временной портал. Вы, скорее всего, просто встали, как вкопанные, смотрели в одну линию. Поскольку электричка подъехала, люди все спешили по своим делам, они не обращают внимания, кто там стоит, куда смотрит. Им было все равно. Они мимо вас пролетели, побежали, сели и уехали. А вы, этот момент замирания, вы просто отключенно, вы когда-нибудь смотрели, когда собаки, кошки в одном месте так, как вкопанные стоят, вокруг них ходят люди, кричат, зовут, они не слышат, не реагируют никак. Вам тоже могли, девушка, отойдите, или мешайте, вы что стоите здесь? Но вы не услышали, они, поняв, то есть подумав, что вы какая-то странная, не в себе, побежали, сели, уехали. И когда они уехали, вы из этой временной воронки отошли. Или эта воронка вас отпустила. И вам показалось, что вы минуту назад просто или секунду назад повернулись посмотреть, когда приедет электричка, но вы замерли, отключились от этого времени. Ваше тело встало, но разум отключенный. Он перешел совсем в другое измерение, понимаете? И вы когда вернулись назад, оказалось, что прошло полчаса с лишним, что уже электричка приехала, и все уехали. Или 10 минут, неважно. Но вы стояли и смотрели. На вас не обращали внимания, потому что вокзал и прочее – это те места, где люди все время суетятся, бегают,
разговаривают, звонят, там смотрят на табло, во сколько что уехало, приехало, кого встречать, куда провожать. Им ни до кого. А вот если бы вы такая встали посреди, например, школы, да, на вас бы обратили внимание, может, и скорую бы вызвали. Потому что хоть дети и суетятся, но взрослый человек стоит, да и даже ребенок стоит, как вкопанный. Они бы обратили на это внимание. Позвали бы взрослых и так далее. Ну, вокзал, аэропорт, еще где-нибудь. Это такие места, где людям ни до кого. Они быстро идут. Я бы, например, тоже не обратила внимания, если человек стоит, смотрит на окно. Ну, мало ли, может, кого провожает, может, о чем-то думает, может, ему просто, ну, грустно, может, он какие-то воспоминания, может, смотрит, кого-то вспоминает. Мне это не интересно. Я бегу, потому что мне надо пройти регистрацию, мне не до него. Вот поэтому в этой суете на вас никто не обратил внимания. А когда вы повернулись и сказали, естественно, женщина удивилась, потому что как, ну, вы тут стояли, люди бегали, уехали, вы что, не поняли, что все уехали? Вот она вам и сказала, да уже уехала электричка, девушка, и вы удивились, как вы проморгали, как вы не поняли, ну, вот, собственно, сейчас вот я посмотрю, до какого места, чтобы, да, не перепутать. Вот и все объяснение. Вы провалились в эту временную воронку. Так, далее. Здравствуйте, Инга и Яна. Хотела рассказать вам про свою историю. Осенью в 2015 году, глубокой ночью, я услышала мужской голос, приятный, который мне говорил: «Ты заболела». Я от этих слов и даже не помню, открыла глаза или что, но я проснулась и хотела вроде как посмотреть, но боковым зрением увидела исчезающий черный плащ с капюшоном, длинный. Он как будто бы подвис в воздухе и резко тут же исчез. Да, конечно, у меня куча болезней, как с возрастом, которые приходят все больше и больше. Но я в недоумении понимала, думаю, почему я его не спросила, что именно, что мне сейчас на тот момент опасаться. Ну, как со временем выяснилось, все-таки у меня через полгода, в следующем году, где-то в 16-м уже в начале, сделали операцию по-женски, где убрали полностью все органы. Ну, как мне сказали, что мне они теперь не нужны. Как бы ничего страшного. Вот, но... Да, для меня прямо загадка. Я как-то все время себя думаю, ну что же я не спросила это? Почему я не могла спросить? Спасибо вам за ваш канал, за вашу работу. Сколько вы нам полезного, хорошего преподносите. Вы просто чудо, а не человек. Вы просто столько благодарности, наверное, слов не хватит вам сказать. Спасибо вам большое. Тот мужской голос, который вам сказал, и изображение, которое вы видели, это был ваш хранитель. Наш хранитель, задача нашего хранителя – это оберегать нас, именно слово «хранить нас», до того момента, пока не придет наш час. До этого момента они обязаны, это их обязанность, это их функция предупреждать, помогать, защищать нас, чтобы мы дожили до того срока, сколько нам дано, отмерено. И поэтому он вас предупредил. Ну, даже если бы вы спросили, он мог бы и не сказать, потому что не все можно им говорить, и не во всем можно, то есть не все можно нам говорить и предупреждать им. Сколько им разрешено, настолько они нам и помогают. Но, как вы убедились, он действительно сказал правду. Вы действительно заболели, и у вас все удалили, как вы говорите. Естественно, это болезнь, ну, то есть, потому что просто так же не удаляют, понятное дело, что его слова подтвердились. Но почему он это сказал? Если бы вы должны были от этой болезни умереть, он бы мог сказать, что ты уйдешь.
А может, внушил бы вам состояние вот такое, страх смерти. Но поскольку он просто сказал вам, что ты заболеешь, это значит, он дал понять, что ты преодолеешь эту болезнь, ты заболеешь, то есть вылечишься потом, но не умрешь. О смерти не было сказано. Может быть, это для того, чтобы когда вы узнали бы об этой болезни, вы бы знали, что вы сможете перебороть и не умрете, и боролись бы. Потому что некоторые люди, узнав о какой-то тяжкой своей болезни, ну, их как будто бы, знаете, страх парализует, они не хотят бороться и сдаются. Вот этими словами «ты заболеешь», он вам дал понять, что вы не умрете. Просто заболеть, и эту болезнь надо будет преодолеть. Хранитель это обычно так делает. Значит, получила разрешение вам это сказать. Не каждому можно это говорить. Это зависит от того, насколько род человека имеет много заслуг. Вот если вы хотите, чтобы ваших детей и внуков предупреждали силы и помогали выйти из трудной ситуации, ну, делайте много добра, чтобы после вас позволяли вам или другим духам прийти и помочь и предупредить ваше потомство о какой-либо опасности. Пойдемте далее. Еще одна история. Это история из моего детства. Мне было 13 лет. Дедушка у меня умер 17 января. И похороны проходили в морозный день. Очень сильный был мороз. Когда мы вынесли дедушку, чтобы поставить его на машину и отвезти на кладбище, машина не завелась. Просто не поехала. Нам пришлось дедушку вытащить с кузова, пронести до конца деревни, как бы, ну, чтобы он попрощался с деревней, с жителями. За деревней мы тоже опять положили, так как было его и тяжело нести, и было очень холодно. Под 40 градусов было, 97-й год. Я была маленькая, была укутанная вся. Машина опять не завелась. То есть на протяжении 5 километров, пока мы ехали и шли до кладбища, пытались его несколько раз поставить на машину, чтобы довести, это было быстрее. Машина не заводилась. Вот. После похорон мы начали готовиться к поминкам. Ночью готовили. Готовили на утро, чтобы принять людей на поминки. У нас лопались лампочки, пропадал газ. Хотя баллоны все были заряженные. Очень сильно бесились животные. Теленок маленький был, вышиб доску, которая была заколочена 150-ми гвоздями. Я помню, как мужчины были в шоке от этого. И бабушка все время ругалась, говорила: да хватит уже бушевать, дай нам приготовить. Мы же, говорит, завтра людей ждем. И вот это вот мне запомнилось на долго-долго. Когда я выросла, лет, наверное, 19 мне было, я бабушке задала этот вопрос. Она мне сказала, что каким образом душа деда показывала свое негодование, что, мол, он не хочет уйти. И, ну, я так понимаю, она была права. Я вам отвечу. Я бы не сказала, что он не хочет уйти или хочет уйти. Мертвые, они смиряются со своим положением со временем. Да, есть силы, которые не хотят уйти, превращаются призраков, привидения остаются. В очень редких случаях превращаются в призраков те, кто ушел своей смертью от старости. Скорее всего, его дети что-то не то делали, что-то неправильное, какое-то неправильное поведение во время его похорон или во время его во время его смерти, в момент смерти. То есть что-то неправильно делалось в семье, в доме. Может быть, они из-за наследства разговаривали, может быть, ссорились, может, с матерью себя вели нехорошо. Ой, извиняюсь. Может, деньги не хотели потратить, может, жадничали, понимаете? И его душа негодовала, видя их поведение. И он тем самым давал знать, что ему не нравится, как они себя ведут. Когда человек умирает,
Его почему из морга привозят домой, а потом забирают хоронить? Почему сразу оттуда не забирают хоронить? Он должен попрощаться со своим домом и уйти. Он должен последний раз видеть свой дом и понять, что больше это не его дом. И уйти. И в этот момент, в момент 40 дней, будьте осторожны, предусмотрительны, знайте, о чем говорите. Не говорите о нем плохо, вы можете его разозлить. Даже если это был плохой человек, но он был вам родной человек, постарайтесь ничего не говорить в эти дни, пока он не уйдет окончательно. Потому что в это время трогать его вещи или искать деньги, которые он спрятал, или еще что-нибудь, не следует. Его душа находится там. Он это все видит и ощущает, как любой живой человек. Он в этот момент не понимает, что он умер. Разум же у него есть, он же все понимает, видит. Просто тела нет. Просто он не может дать понять. И если у него начинается злость, ярость по какому-то поводу, у него набирается энергия, и он этой энергией, пользуясь, может перевернуть там дома что-нибудь, может напугать животных, вот они начинают вести себя неадекватно и прочее, прочее. Поэтому, скорее всего, ваш дед просто показывал какое-то негодование, недовольство чем-то. Вы сейчас не сможете понять, потому что вы были ребенком, но что-то неправильно делалось со стороны умерших. Может, не выполнили его просьбу в чем-то. Вот он тем самым дал понять, что ему не нравится то, что происходит. Не то, чтобы он не хотел уйти, а вот, да, уйти не хотел, не увидев, что все сделано, как он хочет. Вот так правильно скажем. Поэтому всегда помните и будьте осторожны. В это время это очень, знаете, некоторые любопытные бабы начинают шарить в этих шкафах, посмотреть, что у нее, как там все у нее лежало, что у нее было. Итог может быть плачевный. Мертвый может очень страшно отомстить и наказать. Поэтому, если тем более у вас были не очень хорошие отношения с этим человеком, то после его смерти постарайтесь вообще вот близ его, в его доме, не вести себя как-то так, как не надо бы. У нас в моем детстве, у нас в селе были заядлые враги, соседи, которые всю жизнь друг с другом воевали, писали друг на друга в милицию, в прокуратуру, в общем, все время. Что-то они не могли поделить полметра земли. Чей-то забор куда-то упирался. Как обычно. В селе же скучно жить. Хочется сериалов каждодневных. Вот они это устраивали. И когда один из них умер, у него там инсульт или что там случилось, и этот сосед пришел, зашел там якобы соболезную, все такое. И вот в этот момент у них, возле гроба обычно там ставят фотографию человека, цветы и прочее рядом. Так положено. И вот эти цветы вместе с вазой упали, разбились просто. Вот они нормально стояли, никто не трогал. Они просто стояли как... И рядом фотография. И когда этот сосед зашел и со всеми поздоровался, это вот его вот эта ярость, ненависть к нему при жизни и после смерти проявилась. Ему не понравилось, что он вообще туда пришел, понимаете? Он прям шваркнулось и разбилось. Я была школьницей, с бабушкой мы пошли туда. Я помню этот момент, как все там, ой, он даже после смерти не может ему простить, что-то там, не знаю, что там не простить. Душа человека и после смерти такая же, как сам человек. Вы не думайте, что смерть делает человека лучше или хуже, и что смерть человека делает там его добрым,
не знаю, уже всепрощающим, мудрым. Нет. Наша душа какая вот сейчас, такая будет после смерти. Если мы при жизни люди, после смерти будем людьми. Если дерьмо, после смерти дерьмо. Понимаете, не меняется ничего. Это вы хотите сказать, что маньяк после смерти становится святым ангелом, добрым, мудрым, всезнающим? Нет. Он точно такой же упырь, ненавидящий все живое, и после смерти цепляется кому-нибудь. После смерти приходит, как кошмар, пугает. Ничего не меняется. Вот вашему дедушке не понравилось что-то в поведении его детей, и он дал этим понять. Так, давайте далее. Уважаемый Инга, вот еще одна история. Тоже я была молодая, 18 лет. Мы с семьей, со своей, и у нас были друзья родителей. Дети все выросли, как стали одно целое. И умирает бабушка. Мы приехали, значит, на поминки, мы ее уже похоронили, приехали на поминки помогать готовить. И моя знакомая, ну, тоже с их семьи, как бы тетушка зашла в туалет, а у них там над туалетом висела полочка с мылом, с порошком, с содой, ну, все, что вот для чистки ванных комнат. Она пошла в туалет, и оттуда вылетела с визгом. Вся напуганная. Мы спрашиваем, что случилось. Она подходит, открывает дверь, а там все валяется. Мыло, порошок, все рассыпано. Она говорит, на меня, говорит, вот это, говорит, все, говорит, свалилось. Такое ощущение, как будто вы меня это пуляли, как патронами. Потом тетя Галя говорит, мам, ну что ты, говорит, пугаешь, говорит, людей? Ты, говорит, лучше скажи, где деньги лежат тебе на похороны. И все. И через несколько минут, может, минут 15-20 раздался такой сильный грохот из ее комнаты, где она жила, что мы думали, там упал сервант. Забежали в эту комнату, смотрим, открылась дверь, да так открылась, что аж с петель слетела. А в этом серванте она хранила пряжу. Пряжу она любила очень вязать. И мы так, ну, мы не поняли сначала, ушли. Потом кто-то сказал тете Гале, что это, наверное, она показала, где деньги лежат. А там кроме пряжи и связанных вещей ничего не было. И мы начали перебирать эту пряжу, перематывать мотки с больших мотков на маленькие мотки. И где-то, наверное, на шестом, на седьмой пряже клубочек разматываем. И там в полотенчике или на носовом платочке тетя Галя находит золото и деньги. Вот таким образом она показала, где лежат деньги. Вот очень, очень это тоже у меня запало в душу, и эта история. И я не могла найти на это ответов, но вот слушая ваши лекции, я многое поняла. Ну вот вы ответили на мой вопрос. Мертвые, они не исчезают. Они просто оставляют свое тело и находятся без тела, но в сознании, в понимании. И их память их души, какие они были до рождения, имеется в виду там, в тех мирах, я вам уже говорила, что прошлых жизней не существует, но в тех мирах, пока они пришли и родились здесь как люди, вот эта память души, она постепенно восстанавливается у них постепенно, но в любом случае они остаются людьми, у них уже двоякая жизнь. Они и сущность до рождения, и помнят свою жизнь как некая сущность, субстанция, но и как человек. Они родились, ушли, у них и есть земные привязки, потому что здесь дети, здесь семья, которую они оставили. Не все умершие или умирающие люди уходят, радостно говоря о том, что не хочу вернуться, мне тут легко и хорошо. Не все. Некоторые боятся, у некоторых ужас, некоторые не хотят своих детей оставить. Понимаете? Пожалуйста, вот она показала своей дочери, где лежат деньги. Вы бы нашли эти деньги, может быть, через несколько лет, когда начали перебирать. Может, кто-то другой бы нашел и забрал. Но поскольку она при жизни не успела сказать, они особенно сильны первые 9 дней. Потому что у них еще есть энергия жизненная, не растраченная. Они могут находиться в этом мире. Потом в течение 40 дней постепенно их жизненная энергия, то есть та энергия, которая при жизни, после жизни оставалась, начинает таять, уходить. А в течение года они начинают постепенно прощаться и рубить все связи и мосты с этим миром, с миром живых. И тогда они вспоминают свою
жизнь до рождения там. Вот тогда у них вот это двоякое состояние. С одной стороны, человеческая память, опыт и знания. С другой стороны, тот разум, который у них был до рождения. А далее уже сейчас мы не будем углубляться. Поэтому в это время, особенно 9 дней, 40 дней, постарайтесь правильно себя вести, чтобы не навлечь на себя гнев. В особенности в их доме. Уважаемая Инга, еще одна история, но не моя, а моей подруги. Она хоронила, недавно, наверное, года 3-4 назад, свою бабушку, которую очень-очень сильно любила. И на протяжении вот этого всего времени она ощущает ее запах и ее присутствие. И как-то раз она проснулась от того, что кто-то на нее смотрит и дышит. Она говорит, я, просыпаюсь, открываю глаза, сидит, бабушка. Она говорит, ты же, умерла. Она говорит, нет, я, живая, я, сейчас, оберегаю твоего ребенка. Ты разве, меня не чувствуешь, что я постоянно, рядом с тобой нахожусь? И вот у меня такой вопрос возник. Может ли бабушка за эти 3-4 года не уйти, а остаться охранять ее ребенка? Может. А почему охраняет? Ну, скорее всего, есть какая-то опасность, связанная с ее ребенком. Быть может, ее ребенок мешает кому-то получить наследство, и этому ребенку что-то хотят сделать. Может быть, у ребенка со стороны отца не очень хороший род, который проклят, и этот ребенок может уйти. Поэтому бабушка не дает своим присутствием подходить к этому ребенку силам смерти. Может быть, у нее есть такая возможность. Понимаете, есть 3 вида ушедших, покойных. Это, значит, покойные, их так называют. Они нашли покой, ушли в тот мир, куда должны были уйти. Второе. Неупокоенные. Это те, которые стали призраками, привидениями, те, которые ушли к злым духам, с ними присутствуют. За что-то они должны страдать и быть с ними. И третье – это пилигримы, их так называют. Это покойные, которым дано путешествовать, находиться там, где они хотят быть. Это люди, у которых род имеет определенные заслуги перед Вселенной. Ну, то есть уже ушедшие люди. Или они имеют определенные заслуги. И они должны что-либо еще сделать в этом мире. Кому-то помочь, кого-то охранять, кому-то что-то сказать, кого-то, значит, учить, кому-то отомстить. Все что угодно. Это покойные свободные, их называют пилигримы. И вот многие души желают быть пилигримами. Этим пользуются колдуны, например, давая им возможность, поскольку им дано, им разрешено дать кому-то возможность, какой-то душе не быть привязанной к одному месту, а иметь возможность путешествовать, стать пилигримами, хоть ненадолго. А взамен они что-то требуют и просят у этой покойной души. Это и есть там отправить покойника следом за кем-то, там что-то еще связанное с покойными. В общем, вот эти 3 типа покойных. Вот эта бабушка, она, скорее всего, относится как раз к тем самым пилигримам. Она имеет возможность путешествовать, быть там, где она нужна в этот момент. И помочь. Что можно делать в таком случае, когда покойная душа приходит к вам и говорит, я тебя оберегаю, или я тебя буду предупреждать, или я буду тебя охранять, или вы чувствуете присутствие его в трудные минуты вашей жизни и понимаете, что это некая помощь, потому что подсознательно вам передают вот эту информацию, что не надо бояться, это помощь, это он пришел, чтобы тебе помочь. Вы должны ему
ему помочь, чтобы он мог набраться сил для того, чтобы вам помогать всегда и во всем. Каким образом? Это свечи, это раздать за помин души. Ну, смотря какой традиции вы следуете, да, по крайней мере, это надо знать просто. Я не могу вам всем одну рекомендацию дать. В любом случае, во что верил человек при жизни и как ушел, вот так его и помянуть можно. Свечи – это энергия огня, зажигать. Вы чувствуете, что он рядом, вы чувствуете, что эта сила пришла вам помогать, что ваш покойный там отец, бабушка, дедушка, еще кто-нибудь приходит к вам во снах и предупреждает, и действительно все сбывается. И вы нуждаетесь, и он говорит, что я тебя охраняю или я с тобой рядом. Дайте его душе возможность дальше быть с вами рядом, дайте ему энергию, зажигайте свечи, ставьте за помин, может быть, спиртное, оно тоже обладает энергией, хлеб, сладости, фрукты и так далее. То есть, если вам покойник говорит, я здесь, я тебя оберегаю и помогаю, или во сне говорит, или в полудреме, или прям вот голос слышите, видите, бояться не нужно, но нужно помочь ему, дать ему энергию, чтобы он мог дальше здесь быть и вам помогать в это время. Вот, собственно. Больше ничего. Да, могут оберегать. Это есть тот самый вид пилигримов, которые вольны, и это определенная, как бы сказать, привилегия для таких душ. Им дают возможность и право путешествовать, приходить, помогать, подсказывать, сниться и прочее.